Итак, мы подошли к прописанию дороги. Так как у нас появилось более светлое небо, да, появились контрасты в траве, то мы можем уже увидеть, что дорогу мы можем высветлять. Почему не надо это делать с самого начала? То есть, вылетев из тонального настроя работы, вы, пересветлив дорогу, вы будете держать ее абсолютно на пересветах работы. То есть, с помощью оттенков, допустим, очень красиво белится умбра жженая, она добавляет такой немножечко фиолетоватого цвета. Опять же, вот вроде бы коричневый цвет в разбеле начинает становиться более сложным фиолетовым цветом. Я прокладываю немного оттенка для дороги, да, то есть мы ее немножко закинем потом травой на первом плане и кладу мазок горизонтально. И очень интересное наблюдение для себя я вывел. Мы сейчас пишем пейзаж такой начало лета, получается, он такой ближе к начальным летним видам. И дорожки, которые у нас в начальные летнем периоде, май, начало июня, так как по ним ездят и траву постоянно втаптывают в землю, по краям дороги образуется буроватый цвет этой травы, то есть он, грубо говоря, втоптанный в землю. В конце лета, в августе, в сентябре трава пожелтела, поля стоят желтые, но по дороге продолжают ездить. И ее также вытаптывают траву. И в отличие от начала лета, когда по краю дороги образуется более теплый и более такой темный оттенок, в конце лета и осени вокруг дороги, если вы заметите, всегда зеленовато-светлая полоса, потому что она вытаптывается людьми, и травка постоянно прорастает. То есть тоже, если вы пишете пейзаж, используя какой-то материал себе, что-то меняете или пишете из головы, что тоже как упражнение у художника существует. То есть вы об этом должны помнить. То есть в дорожке нашего такого начально-летнего, как у нас получается, периода, по краям образуется буроватый оттенок, который является просто втоптанной в землю травкой, которую я сразу же проложу себе как оттенок для того, чтобы дорога вписалась. Еще раз повторяюсь, мы вернемся к соответственно, к вписанию деревьев. Сейчас мы продолжаем раскладывать цветотональные отношения. То есть они уже предварительно разложены в подмалевке, но сейчас мы продолжаем их уточнять. То есть и на первом плане я начинаю максимально зафактуривать нашу дорогу, то есть прокладывая мазок уже с пастой. И как барельеф начинает выстраиваться наша поверхность, то есть как барельефный цвет и то есть цвет как скульптура начинает работать. Мы, как ни странно, очень завязаны все виды искусства у нас, то есть без скульптуры не понять рисунка. И, наверное, скульптура барельефная также завязана и на живопись. Вот, то есть мы выстраиваем себе поверхность земли и поверхность картины тоже частично, как это делают скульптора. То есть вот у нас первый план заработал за счет его фактуры. Я не зря дошел до поверхности нашей дорожки на дальнем плане и не стал ее трогать, потому что есть одна особенность: у блестящих поверхностей они все-таки отражают чуть-чуть наше небо, и тоненькую поверхность дороги, которая ушла ближе к солнцу, я пущу как раз чуть-чуть потеплее. Вот, то есть она отразит немножечко наше солнышко, и вот где-то в конце она как тоненькая, но чуть-чуть более теплая поверхность у нас сработает. То есть вот ушла она туда, скрылась за травой, потом еще ее можем закинуть. И идя с дальнего плана вперед, мы сейчас должны приступить к прописи зелени первого плана.
И потом, в меру, сколько у нас будет возможности, мы ее детализируем. Работу лучше вести как некие слои, как некие стадии, потому что в любой момент вы должны понимать, что вы ее можете оставить, прекратить, и она должна быть готова как определенный механизм. То же самое относится, я думаю, и к рисунку, и к скульптуре, и к любому виду деятельности, что в искусстве, что работу можно в любой момент считать законченной. И подходя к первому плану, то есть до этого это была какая-то прокладка более локальная, мы можем обозначать уже группы травы, то есть прокрывая мазок, делая его исключительно в вертикальном направлении. Все те же самые зеленые с коричневым начинают мешаться, да, то есть, но только трава группируется в большие какие-то пятна, появляются в том числе и дополнительные тени, которые мы можем также вводить, ориентируясь на то, что тени могут появиться здесь и темнее, и теплее. Вот, то есть мы начинаем разбирать поверхность травы на какие-то уже составляющие. Каждый для себя определяет ту степень детализации, которая комфортна ему. Были в истории живописцы, которые были, как Шишкин, очень детальные, или такие обобщенные, как Левитан, работающие в сдержанном ключе на более низком контрасте, как Белинский, Бирюля, или же активные, яркие, как Грабарь или Виноградов, но любое из произведений этих авторов, оно всегда было цельным, и не было такого, чтобы в каком-то кусочке оно было переделано, а в каком-то недоделано. То есть мы стараемся вести работу как определенный цельный механизм, как определенную цельную поверхность. То есть я начинаю избавляться от такой одинаковости в работе, группируя траву в некие массы. Однажды мой один хороший знакомый сказал фразу, которая для него, может быть, была проходной, а для меня она послужила ключом к разбору вообще любых пейзажей и живописной поверхности. Он сказал, что Шишкин же он не писал травы, он писал эффект травы. А так действительно и есть, что Шишкин он не писал траву, он писал эффект травы. То есть не нужно делать эту травку всю абсолютно сделанной, то есть достаточно написать какие-то определенные куски, что мы сейчас сделаем, когда мы пройдем по поверхности травы определенным разбором. То есть можно ли добавлять отдельные темные тени? Да, отдельные темные тени можно немножечко добавить, да, то есть, но глобально уже работа не будет насыщаться кусками темными, которые будут полностью перекрывать предыдущий тон и цвет. Это как капуста, с которой мы снимаем слои, а здесь мы их надеваем. То есть мы надеваем слои на поверхность нашей работы. Да, и каждый слой несет на себе какую-то определенную миссию. То есть слой первый — соединить поверхность холста с поверхностью красочного слоя. Слой второй — прописать. И видите, на первом плане я добавляю этой фактуры, буду добавлять ее еще. Вот. Третий слой, лессировочный, это уже доделочный слой. И, допустим, если что-то у вас не получилось в работе, предпочтите всегда снять слой до предыдущего, чем переписывать густым по густому. То есть старые мастера это понимали, и даже переписывая какие-то куски в своей работе, если уже
куски предыдущего слоя были высохшие, они никогда не клали густое на густое. Многие мне говорят, ну как же Илья Ефимович, допустим, он любил переделывать свои работы и любил переписывать. Да, но если вы подойдете к его холстам и посмотрите, ну, допустим, «Царицу Софью», где он записал ей полностью корону, вы увидите, что корона проглядывает под тонким слоем записывающего слоя, как и рука протодьякона, которую он двигал. Сначала она была с кошельком внизу, но что-то, видимо, протодьякону не понравилось. Я даже догадываюсь, что. И рука была передвинута, но передвинута очень тонким слоем, очень жидким. В работе не ждали, записанная фигура стоящего у окна так и проглядывает под поверхностью тонкого слоя. То есть поэтому, если вы где-то ошиблись, то лучше доделки по сухой поверхности делать тонкими слоями. То есть, чтобы это точно не отвалилось. То есть, толстое на толстое гарантированно всегда зона риска. То есть, вот сейчас холст весь раскрылся, сейчас холст весь у нас появился как отношение. Я снова возвращаюсь к тому, с чего мы начинали. То есть, где определяется вот эта граница, что вертикальный мазок заканчивается? ну, примерно вот где-то в данном случае он, наверное, будет посередине, да. Иногда ближе, иногда дальше. То есть в зависимости от того, насколько надо показать зрителю, ввести его в работу. То есть для него это будет передний план, на который он будет В ориентироваться? переднем плане есть такой момент, называемый зоной пропуска. То есть, если вы заметите, у каждого пейзажа, в зависимости от размера, есть от 1 до 3 пальцев поверхность. Вот мы сейчас как раз, я буду вести уже в детали, то есть пройдем деталями, где-то сейчас облачка, здесь все, и я думаю, вот новая работа. Но я на величину одного пальца не буду делать вообще ничего. То есть это тот шаг, который должен зритель шагнуть через работу и, соответственно, И еще выйти. технический еще вопрос, Станислав. Вот эта вот тряпка в руке, после каждого нанесения мазка вы вытираете кисть, все время вытираете кисть. Все время вытирать кисть. Это обязательно нужно делать, да, чтобы кисть очищалась? Ну, безусловно, я стараюсь освобождать от предыдущего замеса, чтобы следующий замес часто пользуются карманными кистемойками, то есть моют кисть, вытирают и пишут дальше, да, то есть Тряпок уйдет. ну, в общем, да, у меня уходит много тряпок. Это очень многие есть в этом вопросе тонкости. Допустим, я как человек, который научил себя цвету головой, а это я не скрываю, что мой цвет пришел из-за знаний, да, то есть я всегда стараюсь очень пиететно относиться к тому, чтобы не грязнить себе цвет, да, чтобы вот те схемы, которые у меня существуют в работах, чтобы они просто срабатывали 100%, потому что если цветовик внутренний, он может чисто теоретически одной кистью написать, я все-таки работаю умом, исходя из вот этой схемы. То есть на этюды надо идти с простыней? Ну, я хожу с салфетками, бумажными полотенцами, это намного удобнее, их можно взять, сложить в горку, поджечь зажигалочкой и благополучно стоять, пока ты чистишь палитру, смотреть, как догорают эти салфетки. Про детализацию тоже вопрос. Если мы пишем небо и горизонт роняем, например, на нижнюю треть, где у нас будет детализация тогда? Что мы облака будем детализировать? А у нас получается диалог, у нас сейчас получается диалог неба, дороги, да, то есть я сейчас чуть-чуть пройдусь вот здесь детализация, ну, чуть-чуть подберу небом этот кусок, и в основном, ну, это как бы два места, которые друг с другом являются в диалоге, да, видите, я все время пачкаюсь, поэтому это для меня норма. Я не умею не пачкаться. Уронить горизонт на вот... На нижнюю часть, да, тогда да. это, конечно, Как будет бы все на небе, да, то есть весь эффект уйдет на небо. Облака будем больше Да, описывать. да, тогда ради облаков она и будет делаться, по сути, работа, да, то есть тогда это вот именно облака и будут всю миссию на себе Отлично. нести. Отлично.